Поверхом, как дела? Отлично, хорошо. Привет, братуха, как дела? Привет. А вы откуда, ребята? Здравствуйте, друзья. Сегодня у меня была рубрика «Чат-рулетка». Это рубрика, когда я общаюсь с гражданами других государств. И, к сожалению, мой голос не записался, но хорошо записался голос моих собеседников. Поэтому они дали очень интересную информацию, поэтому я как бы оставляю это на память, и вам, может быть, это тоже интересно. Приятного просмотра. Здравствуйте. Как вас зовут? Отлично. У вас Саша. все хорошо? Да, а у вас, я смотрю, тоже? Да. Какая У Настя вас тепло? Вы знаете кыргызский, да, по-моему? Вы не кыргыз? Нет. Ваша Настя какая? Нет. Я русский. Русский? Все, хорошо. Что вы делаете? Да просто сижу, ничего не делаю. По-моему, Отдыхаю. вам стало очень скучно, да, вот поэтому. Да, По-моему. да. Да, мы тоже гуляем. Я смотрю, у вас на там улице. по-русски написано «столовая». Да. Вы видели, да? Да, а Ашкана что такое? Столовая? Да, правильно. На кыргызском языке Ашхана, это на русском языке столовая будет, да? Это город Бишкек. Город Бишкек. Столица Кыргызстана. Вот здесь мы разговариваем на русском языке, потому что русский язык официальный язык, а государственный язык здесь кыргызский язык обязательно. Вот. Как вас зовут? Еще раз. Александр, Саша. Александр, да? Очень хорошо. Вам сколько лет? Мне уже 59. О, 59. О. Я уже дед, да? Но вы очень... Внуку есть у тебя? Внуки? У вас. Нету, пока нету. Пока нет. Круто. А вы едете на чем-то, да? Я не понял. Да, пешком едем. Даже несмотря на то, что я живу в Италии, даже несмотря на это, я больше всего разговариваю на русском. Ну, я больше всего сижу дома, это по своей личной воле, я сижу постоянно дома. Мне не нравится выходить на улицу. Пока я не работаю, ищу работу. Не, я очень хорошо знаю итальянский, я тут родилась, тут закончила школу. Я даже помню, мама включала мне эти мультики из СССР. В Европе я была только в Германии. По сравнению с итальянцами, да. Более спокойнее, чем итальянцы. Итальянцы как обезьяны какие-то, блядь. Какие-то гориллы, сука, пиздец. Моя мама сказала, что все мужики в твари. Я не имею ничего против, но с одной стороны она права. Некоторые мужики самые настоящие твари. Тут тоже есть не только тут католики, есть и православные, мусульмане, буддисты, все такое. Но я очень мало людей встречала этих православных. Я только знаю мою маму, некоторые мои знакомые и одна моя старая подруга. Все в ахуе, типа, что это такое? Моя мама, если с ним познакомились с моей мамой, моя мама, Святую Троицу призовет. Не, типа, он тоже необычный, он без татуировок с ног до головы. Ну, не знаю, не знаю, если я буду в Европе надолго еще, не знаю. Да. Ну, у меня квартира в Донбассе.
ну, при этом, вернее, мой друг, как я тебе говорила, он весь татуированный. Ну, у него без пирсинги. Ну, у него необычные — это глаза. Вот эта часть, где белая, черная. И вот это, ну, внизу части губы, вот это. Ну, слушайте, есть нормальные люди, с которыми можно пообщаться. Интересно даже, и что-то новое расскажут, и поучительное. А есть, сами понимаете, какие люди. Ну, таких сразу перелистываем, и все. Я как-то хотела, чтобы вообще Собчак была. Думала, может, что-то интересное будет. Если бы она была вообще... Все. Нет, я всегда за Путина голосовала. Ни разу не голосовала. Ты ни разу не голосовала? Вроде нет. Я должна была пойти. Нет, я голосую, да. За Путина. Да, потому что нет другой кандидатуры. Уже привыкли так к Путину, и с ним уже как бы и спокойнее. Если будет кто-то другой, бог знает, сколько война будет длиться, что вообще будет происходить, правильно? Ну, я тоже сижу, почему я во Франции живу и там родился, и хочу разговаривать с русскими, чтобы не забыть русский, не забыть русский. Ну, потом надо знать, если хочется жить во Франции, почему Франция, короче, Европа, это не Россия. Ну, законы, все это. Когда я думаю, если ты жил всю твою жизнь в России и приедешь во Францию, ты просто, тебе просто будет очень странно, когда увидишь людей, когда увидишь политика, все это. Ну, надо знать, если ты можешь жить если ты не против от гея, если ты не против от... Ну, видите, что я говорю? Если ты против от этого, лучше не надо здесь жить. Почему? Здесь Франция это такая страна очень свободная. Ты можешь делать, что ты хочешь. Если ты хочешь быть девушка, ты можешь быть девушка. Мне, да, как сказать, вот такая Франция сегодня. Да, я вам скажу, мне Россия очень интересна. Почему? Я знаю, что у меня огромный шанс говорить по-русски. Все это говорят, что когда ты родился во Франции, когда ты там живешь и ты говоришь по-русски, это хорошо. И я уже был в России, конечно, я еду, короче, почти, может, раз в год. И мне там интересно, красиво, очень красиво. Вот, да, конечно. Да, мне нравится Россия. Я люблю люди. Когда я еду в Россию, я все люди люблю. Мне просто так интересно, когда в Москву еду, когда в Питере еду. Это, как сказать, я когда в Россию еду, мне так похож, что в другую страну, это я вижу, что я больше не в Европе, когда я в Турции. Другие люди, я вам серьезно говорю, во Франции почти все люди боятся, а в России бабушки дерется. Я это люблю. Почему? Как сказать, русские почти, они патриоты, любят свою страну. А сейчас Франция, как вам сказать, она, она уже больше не как Франция, как 100 год назад. Уже люди больше не говорят моя Франция, уже другая Франция сегодня. Поэтому я люблю Россию. Почему? Много патриотов, много людей любят свою страну, и мне это очень нравится. Не забывай, наша Россия просто, наша история, понимаете? А во Франции, похоже, что все люди сейчас им наплевать история от Франции, понимаете? Мне это не нравится. Сейчас уже такая новая Франция, все люди приходят, огромная иммиграция. Во Франции, ты, пойдешь
ударишь ну, мент, почти проблема не будет. Вот такая Франция сегодня, понимаете? А Россия, как сказать, ну, мужики, это мужики, понимаете? У нас мужики уже девушки. Все, ну, много такие. И если ты просто, ну, ударишь гей, пойдешь в тюрьму, понимаете? Вот. Ну, потом я думаю, что Европа такая. Все страны, ну, в Европе они такие. Ну вот. Ну, что хорошо во Франции потом, это работа, учиться. Если ты умный человек и хочешь деньги зарабатывать, сможешь. Сможешь. Тяжело будет, ну, сможешь, конечно. Во Франции, блин, если захочешь работать, найдешь, найдешь. Потом я не знаю, как там в России, но мне сказали, что в России тоже можно хорошо зарабатывать. Вот, Как я вы не знаю. относитесь к Гитлеру? Надеюсь, позитивно. Мне кажется, нас игнорируют. У них же война с Гитлером. О, дед, ну не уходи, дай побазарить. Мы скучаем. Дай побазарить, дед. Ты в подвал пошел, я надеюсь? Мы оттуда убежали, дед. Здравствуйте. Приятного аппетита вам. Я? Я отправляюсь на кухню выпить стопку. Могу за ваше здоровье, если вы не против. Давайте. Давай уже. Повыебываться это называется. О. Так. С кем выпить, она? Hello, my boy. Hello. Demon. Hello. Hello. Oh my God, YouTuber. You are YouTuber. Я обычно либо отвечаю на вопросы о моей стране, либо задаю вопросы о стране собеседника. Вы из какой страны? Ну, к России сейчас стандартные вопросы. Нет, стандартные вопросы. Как вы думаете, зачем все-таки ваша страна развязала эту войну? One song. SONG. Yes. Nie bardzo się gadam po rosyjsku, po rusku. Pan понимает? Русский понимаю, да. Hello, bro. I'm from Malaysia. Yes, I'm C. Khabib. Where's Khabib? Это вообще... Приветики! Ты что, радио делаешь? Радио, блядь. Радио, блядь. Музыка. Привет. Привет. Как дела? Нормуль. Ух, блядь, вы спокойный человек. Ха-ха-ха, пиздец вы.
Понимаешь русский? Не понимаю, да. Can you speak English? You're Russia. No, no Russia. I don't English. Yeah. So, okay. Добрый день. Как ваше ничего? Я администратор сетей. Обязательно, но авторов русской литературы я не особо уважаю, например, таких как Пушкин или даже взять хотя бы Толстого. Потому что как люди, они были, извините меня за выражение, люди говно. Взять хотя бы Пушкина, дуэль с Дантесом, это была не его первая дуэль. Это была его последняя, по-моему, по счету где-то, наверное, даже 10-я. То есть до Дантеса Пушкин убил по меркам, 10 человек. Я знаю, что Пушкин носил трость весом 10 килограмм, чтобы убивать руку, чтобы бить людям лица. Потому что он был крайне скандальный и агрессивный человек, изменяя своей жене, пропивая ее имение. У меня 20 с половиной у меня. Они вообще не обращают внимания на утепление дома, как бы. Потому что все дома, они построены, я не знаю, наверное, 80 лет назад. Что такое. Все они старые. Утеплителя внутри, между стенами вообще нет. Я сам каменщик. Я 20 лет тут живу. А тут ничего, ты все по ходу дела. Ты строишь, ты утепляешь. Там, я не знаю, не хватило что-то, оставил, быстро заделал, все. И еще одна вот такая проблема в этом, что людям платят по дневную зарплату, да, в день. Ну, зарплату получаешь каждую пятницу за неделю на стройке. Так что, когда тебе платят в день, ты можешь колупаться, и никто не требует от тебя, что там быстро, и там, в общем, не гоняет тебя. Тогда ты можешь аккуратно все сделать, все красиво. Но когда за спиной стоит, и давай быстрее, давай, это не важно, отставь, это потом, это тогда, это всегда, и вот так и получается. Все криво, все неправильно, все. Я в Лондоне. 20 лет, все 20 в Лондоне. Мы тут с одним русским собирались с первым этот бизнес открывать. Натяжных потолков. Чего тут в Англии нет. Есть, но очень редко, и то делают над бассейнами. Там, где гипс не может упасть, то есть на людей безопаснее намного. Но там делают. А в квартирах таких не... Ну и в общем, он запойный был, он закодированный. Ну и мы сделали выставку в центре Лондона. Тут каждый год происходит, выставки есть такие. Все получили, потом еще королева жива была, так принц Чарльз приехал открывать эту выставку, там все. И он запил на этой выставке. Ну, в общем, сломал код. Вот так вот и закончились наши бизнесы. Вот. И спасибо, друзья, кто сегодня был со мной здесь на стриме. Мы побывали в разных странах, посмотрели на разных людей. И всем добра, всем мира и до следующих встреч.